Хотел бы поговорить в этом видео о том, почему я считаю, что свободы не существует. Свободы не существует, если человек живет в определенной среде, по отношению к которой мы рассматриваем у него наличие этой самой свободы. Я говорю как о среде социальной, так и о биологической. Если иметь в виду свободу человека в этих средах, то он не может быть свободен от них, так как напрямую взаимодействует с ними, являясь их частью. Но он может менять саму среду, делая ее хуже или лучше в рамках своего представления о хорошем и плохом, которое, опять же, формируется только внутри этих сред. И спрашивается, уместно ли вообще использование слова «свобода» в данном случае. Если человек живет в некой системе, то он оперирует категориями этой же системы, потому что он взаимодействует только с ней. Если же говорить о существующей свободе человека, то она может быть только тогда, когда он находится вне этой системы, по отношению к которой мы говорим о свободе этого человека. Пример с биологической средой. Человек не контролирует физиологические процессы, протекающие в его организме. Он может настроить себя эмоционально, что в итоге может сказаться положительно или отрицательно и на физиологическом состоянии. Но сама мысль о том, что человек свободен от самого физиологического состояния, ложна, потому что он – это биологический организм, живущий в биологической среде. Так как он является и социальным элементом, то и социальной среды тоже. Человек может принять или неосознанно не принять общественную идеологию, но это не означает, что он перестал быть частью этой социальной среды. Он не перестал зависеть от взаимодействия с другими людьми, даже если мы говорим о факторах, от которых не зависит напрямую его выживание, так как взгляды этого человека формируются в этой же среде. Свобода возможна только вне системы. Как можно понять из вышеописанных размышлений, свобода возможна только вне системы. Но какой тогда вообще смысл говорить о некой системе, находясь вне ее? Понятие свободы неуместно, так как если мы рассматриваем это понятие относительно среды, то человек, опять же, если он живет в этой среде, он неотделим от нее и так или иначе принимает ее правила. Когда мы говорим о положении человека по отношению к этой среде, мы можем опираться только на понимание степени влияния этой среды на него. Хотя термин «влияние» не совсем подходит, потому что, опять же, человек – часть этой среды. Мы можем говорить о степени влияния среды только через декларируемое его отношение к ней, но настоящее влияние обусловлено органическими, физиологическими и социальными процессами, но не его отношением, каким бы разумным оно ни было.